Дорогие друзья, коллеги, девчонки-пчелки, так невозможно зимовать. И тем не менее у нас вот такие зимы. Вчера буквально минус 17, сегодня дождь и плюс 3. Вчера буквально шел снег, красота, зима была. А сегодня, ну непонятно, такая весенняя погода, сыро, слякотно, дождик моросит. А я приехал, думаю, сейчас литки не прочистил, на литках был снег. И опять же морозы обещают. Так вот, думаю, этот снег счищу, потому что замерзнет, литки потом воздухообмена не будет. Приезжаю, все чисто, значит, снег на литках растаял, вот как будто его и не было, ну и тает. Так вот, я как бы до сих пор еще не нашел, может кто-то первей найдет, значит, подсказывайте. Все-таки какая должна быть влажность не вокруг клуба, а в самом клубе. Вот меня сейчас как бы вопрос какой волнует. Потому что утепление для пчел не важно. Зимуют они без утепления намного лучше. Но мне просто интересно, вот как бы вот те 26%, которые были в клубе, вот эти вот проценты меня интересуют. Как? Ну и сейчас, вчера была, позавчера, наверное, да, когда я смотрел, изморозь на крышках была. А сейчас, наверное, эта изморозь растаяла, и хочу посмотреть, насколько сыро в улье. Вот после таких перепадов, когда сильная влажность, а потом резко придавливает мороз. И вот та влажность, которая была в улье, она частично оседает на стенках. Ну, я бы не сказал, что там сильно уж много было изморози на стенках и на крышке, я показывал. У меня есть фотографии, я их уже, по-моему, выкладывал, но если найду, сейчас выложу еще вот в этом видео, чтобы посмотрели, как у меня раньше пчелы зимовали. Там деревянные были потолочены и сверху утепление. Так вот, когда вот такие вот морозные дни, после слякотных дней, открываешь потолочины, а там вот так вот, ну, на 2, а то и на 3 пальца снежная шуба на стенках, вплотную практически до рамок гнездовых. Вот то зимовка была, проходила. А оно ж чем больше шуба, потом тает, в улье сырость, холодно становится, потому что, ну, влага, знаете, да, когда влага испаряется, много сырости, тогда она как бы еще понижает температуру. Так что эта изморозь, ну, я считаю, нормально проходит, потому что, ну, каждый год бывает, хотя, ну, это в сухие такие зимы, когда нету такой влажности, то в гнездах как бы изморози нет. А так вот, когда такая влажность, то изморозь. Ну, сейчас хочу глянуть все-таки, я прошлый раз отводки не посмотрел, как они зимуют. Меня особенно интересует вот 10-рамочный ППС, потому что я даже не посмотрел, ну там не видно просто было, я открывал 10-рамочный, и там не видно было, есть там влага или нет, ну, то есть изморозь. А вот здесь вот хочу глянуть сейчас, если там была изморозь и он растаял, то влага должна быть. Борьба с влагой, вот это вот самое основное для пчеловода, утепление нет. Это лично мое мнение. А каждому решать. Даже крышка не примерзла. Зато кирпичина примерзла. Так. Ну и что здесь? Тут сухо. А не, вот капельки воды есть. Но это могло капнуть он с крышки. Так.
сухо. Здесь дно сетка, и я в этих 10-рамочниках дно не закрывал. То есть они сейчас зимуют на сетке. Вот. Сверху кормушка стоит. Ну, внизу там глубоко сидят, спокойно. Как бы к зимовке и к внешнему виду, вот, например, в улье, вопросов, претензий нету. Так что здесь нормально. Сейчас это глянем. Да нет. Все-таки есть вода. То есть пары поднимались сюда, в кормушку. И вот они осели в виде воды. Есть вода в кормушке. Так, ну и что вы здесь сидите? Да ну, я пчел не вижу. Там, внизу. Внизу, несмотря на то, что дно сетка. Так, водичку выльем. Вот, видите, сколько воды. Поэтому вот в этих ульях хорошо с кормушкой, потому что все пары поднимаются сюда, вода здесь остается, а в гнезде сухо. Так, позаглядывай. Потому что 10-рамочники тут зимуют вот так вот самостоятельно. Раз, два, три, 4 улочки. Ну, неплохо. Подмор есть немножко, но не страшно. Десятирамочники, 2 отводка плохо. Ну, им капец будет. Или может что-то сделать, кто его знает. Ну вот так вот сидят. Раз, два, на 3 улочках. Потихоньку. Подмора практически нету. А вот воды сколько. Ну, здесь тоже на 3 улочках собрались. Конечно, им, если будут сильные морозы, тяжеловато будет перезимовать. Но надежда есть. Так, здесь тоже хорошо сидят. Через перегородку, возле перегородки сели. Отлично. Так, здесь на крышке была изморозь. Ну да, крышка почернела. Изморозь растаяла. Крышка почернела. И в улье, ну, камера передаст, не передаст. По стенкам тоже была изморозь, водичка вот внизу. И там тоже. Так, а пчелки
Ну, сидят сверху. Здесь я открывал 4 вентиляционных отверстия. Как тут. Тут сухо. Наверное, я сейчас сделаю такие же самые вентиляционные отверстия и в тех ППУ. Вентиляция лучше проходит. Так. Ага, тут я пооткрывал. Тут нормально. Тут нормально. Сейчас проверим везде. А, тут вот надо вот это открыть. Это закроем. И вот это вот откроем. Вот так вот. Ну и в этом тоже. Откроем здесь и здесь. Они шапочкой сидят. Да, здесь тоже была изморозь на стенках, потому что вижу вода по бокам. А вот в том ППУ, где открывал вот так вот, там нету. Значит, больше вентиляцию надо делать. Так, походил, я подумал, что с этими делать отводками. И решил, я их объединю. Тут по 2 улочки. Тем более, что они уже начали уже обкакиваться. О, видите? Это уже что-то непорядок. Сейчас дадут мне дрозда. Так. Плохо зимуют, видите? И подмор. Вот в этого отводка даже подмора много. Так. Как бы их объединить, чтобы вот эта улочка тоже была с пчелами. Во. Так. А этих мы стряхнем. Так.
4 улочки. Дерутся, не? Не дерутся. Не дерутся. Ну шо Бог даст. Перекрестим их. Тут литок надо закрыть один. Нет, драки нету. Драки нету. Так что главное при объединении, чтобы улочки пустой не было. Вот видели, да, я рамку забрал, соединил, то есть в каждой улочке теперь пчелы есть. Ну все, пускай разбираются. Вот. Поэтому зимой тоже надо периодически проверять. Ну, а вдруг что-то и спасешь. Хотя, не знаю, вот одна половинка начала уже понашиваться. Так это конец декабря. То есть я не думаю, что они перезимуют. Но, тем не менее, я сделал все для того, чтобы... А вдруг, да? Здоровья вам, друзья, благополучия, в семьях тепла, уюта, любви и взаимопонимания. С наступающими вас новогодними праздниками. До новых встреч. Пока.